Всем доброй ночи. Точнее, практически утро, но мы привыкшие. Итак, дорогие друзья, карты – это древние знаки. Наши современные карты – потомки карт Таро. Таро несколько раз перетерпевал изменения, но основные карты и арканы Таро, старшие арканы Таро, остались такие же, какие были. Однако именно Таро стала прародительницей наших игральных карт. Казалось бы, игральные карты вроде бы безобидные, но в них таится огромная сила. На карты можно навести порчу, игроманию, на карты можно навести перекид и оставить карты тайком в доме у человека, и со временем человек все проиграет и все продаст. Не обязательно в азартных играх. Просто проиграет в жизни. Карты раньше перетасовывали, колоду карт оставляли домовому, как игру. Через некоторое время он просто все хозяйство пускал под откос. О чем это говорит? Это говорит о том, что карты это не просто красивые бумаги нарисованные, что за этими знаками стоят тысячелетние духи, что за ними стоит огромная сила. И эта сила не всегда расположена по-доброму к человеку, не знающими, как с ними обращаться. Поэтому с картами будьте осторожнее. Не думайте, что это всего лишь игра и баловство. Карты – это очень серьезные знаки. Сейчас я подарю практикам дельный ритуал. Если этот ритуал провести, скажем так, в комплексе, вместе с другими ритуалами снятия порчи, проклятий, всяких скверных вещей, то человек, которому вы помогаете, сразу ощутит на себя эту чистку. Если считаете, что достаточно, скажем так, чистки, перекид на карточную колоду, можете и этим довольствоваться, собственно говоря. И уже определенная часть той черной энергии, которая на человеке, сойдет на карты. Одним словом, отдаем мы карточной колоде, а значит силам, которые стоят за картой, порчу человека. Для этого вам нужна новая колода карт. Вы должны отделить все масти карт. Значит, младшие масти сверху чуть-чуть, снизу кладем, ну так, чтобы было их видно. Старшие масти карт. Это не таро, чтобы арканы называть, масти называется. Сверху. Вот дама, валет, король и туз. Желательно таким образом. Туз в начале, потом король, валет и дама. Пики нужно положить внизу фотографии человека. Черви или сердце наверху, над головой. Крести по левую сторону и бубны по правую сторону. Черные свечи, черный алтарь для освещения. И берем 4 обычные свечи восковые. Можно черные, можно обычные. Тут лицо у меня слишком крупное, кажется. Ну ладно, ничего страшного. Я, естественно, один раз прочитаю, поскольку у меня заканчивается зарядка быстро.
Ну и память, извиняюсь. Поэтому я не читаю столько раз, сколько нужно. После того, как вы скинули на карточную колоду, вместе с этими остатками свечей, вместе с картами нужно собрать в черную ткань, черную материю, связать и желательно в течение 3 дней вынести из дома, оставить на перекрестке с 6 монетами, откупиться и уйти. Начнем. Я немного устала, поэтому быстро это все сейчас объясню и пойду отдыхать. Я ведьма из рода ведьм. Имя мое в черной книге черной крови написано. И дана мне власть губить и спасать. Властью, данной мне тьмой, из врат темных, я вызываю 4 легиона. Придите, встаньте на 4 стороны света, с юга на запад, с севера на восток. Порчи или проклятие, у всего свой срок. Уйдет, очистится и печать, и рог. Итак, 4 масти карточной рати и духи карт. Не будет вам пути назад. Пришли и встали на 4 стороны света. С юга на запад, с севера на восток. Порча, проклятие, у каждого свой срок. Что проклято, что заклято, что на перекрестке кинуто, али могильной землей подкинуто, али в лесу зарыто, али в колодец спущено, али на ветер отпущено, начитано, наведено, брошено, сказано, все через черные рати снимаю и карточные масти прямиком отправляю. Заделы гиблые, проклятия старые, али новые, что навели, что не навели, что пожелали, что вслед отправили, в спину крикнули, что назвала, что не назвала. Все снято, на карты скинуто, от тела, души, судьбы откинуто. Уйдите, проклятие. Заделы, за карточные пределы. К духам карточным, колоде 4-масной. Порчи в колоде, отныне поживать, назад дороги не найти, в кандалы там скованные жить, тужить, кричать и там оставаться навеки. А с кого снято, тому не тужить. Что против тебя было сделано, колодой карт все отделано. Что против тебя было сделано, колодой карт все отделано. Что против тебя было сделано, колодой карт все отделано. Что против тебя было сделано, колодой карт все отделано. С тела, с души, судьбы забираю, карточной колоде отдаю. Все отделано, усмирено, да будет так, заклято. Свечу капать нужно по очереди на все масти карт, пока она практически не закончится. Потом взять вторую свечу, точно так же сделать, 3-ю, 4-ю. Что против тебя было сделано, карточной колодой отделано. Что против тебя было сделано, карточной колодой отделано. Что против тебя было сделано, колодой карт отделано. Что против тебя было сделано,
Колодой карт отделано. Все снято. Да будет так. Истинно заклято. И таким образом 4 свечи крутить против часовой стрелки вокруг фотографии человека. Довершить это все, собрать эти карты вместе с огарками свечей в черную материю, завязать, как узелок, вынести на перекресток, оставить и откупиться 6 монетами и вернуться. Человеку значительно полегчает. Это можно использовать и для чистки себя практикам, только практикующим людям. Тоже очень помогает, снимает черную энергетику. Очень быстро и очень эффективно. Всем удачи!